Всем привет! С вами канал Построй свою мечту. И после долгого затишья у меня для вас необычные новости. Сегодня я научу вас открывать на айфоне, айподе или айпаде простенькие игрушки и приложения, созданные с помощью программы Construct 2. К сожалению, вы не сможете продавать эти приложения в App Store или запускать таким способом крупные игры, но зато вы сможете легко создавать простые приложения и тестировать их функциональность прямо в оболочке iOS. Сразу предупреждаю, мы будем запускать игру как веб-приложение, поэтому она будет иметь определенные ограничения в функциональности, но при этом будет спокойно работать как отдельное приложение, без интернета и со своей иконкой. Интересно? Тогда поехали! Давайте же поскорее приступим. Данный способ работает на всех прошивках, начиная с iOS 6 и заканчивая iOS 10. А я буду тестировать созданное мной приложение на стареньком iPhone 3GS, единственном яблочном устройстве, которое сейчас у меня под рукой. Сейчас я покажу вам простенькое приложение, которое я создал специально для этого пробного видео. Оно состоит из того, что когда мы касаемся на экран, к нам подцепляется шарик. Я назвал его орущий головастик, потому что у него всегда открыт рот, но орать я его не научил. Когда мы нажимаем на кнопочку «Подписывайся», шариков становится все больше, больше, больше и больше. Их количество возрастает с нажатием на кнопку «Подписывайся». А сейчас давайте попробуем перенести это приложение в наш iPhone. Нажимаем «Файл», «Export Project», HTML, «Next» и «Export». И ждем, когда наше приложение скомпилируется. Не забываем о том, что я специально добавил поведение тач-управления. Нажимаем кнопочку Open Destination Folder, и у нас появляется папка с нашими файлами. Находим файл индекс, нажимаем правой кнопочкой и выбираем пункт «Открыть с помощью блокнот». Меняем первую строчку, в которой написано HTML manifest равно offline на HTML manifest offline равно manifest. После этого нажимаем «Сохранить» и закрываем блокнот. Находим файл offline appcache, нажимаем F2, либо правой кнопкой мыши «Переименовать» и переименовываем этот appcache в манифест, точно так же, как мы переименовали в файле index. Манифест. Вот так. Меняем разрешение, нажимаем «Да». После этого мы с вами создаем zip-архив, или точнее zip-папку. Нажимаем правой кнопкой мыши «Создать zip-архив» или zip-папку. Она у вас будет желтого цвета, у меня она разноцветная, так как я использую WinRAR. Переносим все файлы, кроме нашего zip-архива, в zip-архив. Нажимаем ОК. После загрузки у нас появляются все файлы, а остальные файлы, кроме zip-архива, мы можем удалить. Переименовываем ее, допустим, в Game. Игра. Заходим на мой любимый хостинг BitBallon. В прошлом видео, в одном из своих видео, я рассказывал, как зарегистрироваться и загружать на этот сайт свои игры для того, чтобы добавлять их в контакт. Но сегодня мы не будем тратить время на регистрацию, а просто загрузим архив. Перетаскиваем архив на облако и ждем, когда сайт загрузит нашу игру. У нас появляется ссылка, которую мы введем на нашем айфоне. Давайте же это сделаем. Сейчас у меня в руках iPhone, на котором я уже ввел эту ссылку и перешел по ней. Как мы видим, наше приложение открывается и работает. Я нажимаю, и наш головастик появляется там, куда я нажал. Я могу увеличить количество моих головастиков, и так как это iPhone 3GS, к сожалению, у меня все лагает. Но ничего страшного, если у вас как минимум iPhone 4s, у вас не будет тормозов. Нажимаем на стрелочку, и после этого нажимаем на кнопочку «На экран домой», чтобы добавить закладку на нашем рабочем столе. После этого появляется поле с выбором, как обозвать приложение. И как вы видите, появилась иконка Construct, потому что я ее не сменил. Если бы вы сменили эту иконку на свою, у вас бы была бы ваша иконка. Нажимаем Done, готово. И иконка с игрой, точнее наше приложение, появляется на экране. Заходим в него. Ждем прогрузки. Давай, iPhone 3GS. И видим, что наш шарик появился, но никак не может упасть, потому что 3GS тормозит. Ура! Приложение работает. Да, он, конечно, тормозит, так как процессор слабенький, но ничего. Как видите, я нажимаю на экран, и мой шарик, который я сделал, следует за мной.
Также работает и ориентация экрана, горизонтальная ориентация экрана. Я нажимаю на кнопку «Подписаться», шарики увеличиваются в количестве и создаются. Приложение работает. Мы только что сохранили нашу игру на рабочий стол и можем ее запускать, когда у нас есть интернет. Но давайте сделаем посложнее. Представим, что интернета у нас нет. Отключаем Wi-Fi. Как видите, Wi-Fi здесь уже больше нет. И снова заходим в нашу игру. Нас спрашивают включить Wi-Fi, нажимаем ОК. Наша игра загрузилась. Как же это произошло? А все дело в том, что когда мы переименовывали файл манифест, мы как бы сказали включить кэш всех файлов нашей игры в наш телефон. После этого, как вы видите, наша игра отлично работает. Ну, по крайней мере, не на моем старом телефоне. Однако, тестируя на 6s и на 6s Plus, все работает очень быстро и шустро, особенно с таким маленьким разрешением. Я думаю, этот способ поможет вам запускать и тестировать ваши некоторые приложения, делать собственные игры или компилировать какие-то удобные приложения типа школьного расписания, студенческого расписания, ну или что угодно. Возможно, какое-то приятное небольшое приложение для вашего сайта, которое вы по каким-то причинам не хотите запускать в App Store. Я надеюсь, мне удалось вам помочь, поэтому подписывайтесь на мой канал, и таких классных видео будет больше. Отличных вам игр! Всего наилучшего!